Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, завтра выходит глобальное обновление, и, соответственно, это наша будет последняя игра в этом патче. Ну что ж, проверим мою удачу, и, соответственно, я надеюсь, бог рандома в этой игре мне улыбнется и даст мне нужные фигуры. Первое, что здесь вижу, это я вижу, здесь есть дух пятерка, соответственно, можно будет попробовать собрать синергию духов. И я вижу, здесь есть механизмы. Можно даже будет попробовать поиграть через золотые роллы. Но, короче, посмотрим. Загадывать наперед я не хочу. Просто что будет идти, от того и буду отталкиваться. Правильно? Правильно. А еще, короче, у меня весь день горло рыпит. Непонятно почему. Вот не знаю, с чем это связано. Вот рыпит и все. Вот это я понимаю приход. Вот такой мне нравится. Так, ну, минус 6, минус 6 брони я возьму по-любому. Это нам надо. Это нам пригодится. Возьму луну еще. Короче, это идеально сейчас будет. У меня отличный старт. Тьфу-тьфу-тьфу. Я надеюсь, конечно, мне халявные роллы еще придут сверху. И желательно, чтобы мне Тинкер в 2 звезды пришел, чтобы он накидывал свои ракетки и просто сносил всем головы. Ну, держим кулачки. Итак, ну давай, бог рандома. Баф гоблинов, пожалуйста, дай. Так, пандочка пришла на втором раунде, точнее на третьем. Гоблинов-убийц я заобузил. Получил с них максимум денег. Меня там часто в комментариях пишут, типа, как обузить этого гоблина-убийцу, в чем этот прикол вообще? Ребят, на самом деле все просто. Короче, у меня сегодня, похоже, будет режим Жигуля на регулярной основе в течение ролика, поэтому заранее я извиняюсь, если что, за это. В общем, постоянно меня спрашивают о том, как обузить этого гоблина-убийцу и в чем его вообще суть. Ребят, когда вы покупаете гоблина-убийцу, предметы... Да. Не очень хорошие предметы. Я поставлю Рики и Трента вот так поставлю. Не знаю, хочется взять талисман счетчика и отражать... Хотя, наверное, зарандомлю. Попробую. Да, спасибо за этот лук. Обалденный лук. Шикарный. Лучше... Ну ладно, давайте так. Это хотя бы не гномья брошка. Поэтому, в принципе, все нормально. Короче, по поводу гоблина-убийцы. Смотрите, когда вы покупаете гоблина-убийцы, на его скилле написано 1 монетка, либо 3 монетки, либо 5 монеток. И, соответственно, каждый новый гоблин-убийца дает вам 1 монетку, если вы, соответственно, убиваете вражескую фигуру, либо, соответственно, убиваете крипа. То есть, самое главное, чтобы именно он добил моба, либо героя. А вот такой мне старт уже нравится. Я выйду из инкама и возьму уровень. Такое мне нравится. Если мне еще и тренд придет сейчас в 2 звезды, это будет идеально. Конечно, предметы меня немного подвели, но, если честно, да и черт с ним. Ну, подвели и подвели. Если сейчас еще и улучшение будет идти прекрасно, то будет вообще 10 из 10. Вот. Покупайте гоблина-убийцу, ставите его на свой стол, он убивает вражескую фигуру, либо моба. Вот как у меня видели, на первых раундах было. У меня появился на первом раунде 1 гоблин, на втором раунде у меня еще 2 гоблина. Я их поменял местами, соответственно, и получил с них по монетке. А потом повысил этого гоблина-убийцу в 2 звезды и, соответственно, тоже получил 3 монетки за то, что он убил крипа. Давай. Марси, моя любимая девочка Марси. Я ее возьму. Это 100% буду брать. Моя любимая Марси, это моя любимая Марси. Я обожаю героя Марси. Один из самых топовых героев, я считаю. Один из самых топовых героев. Лучше и быть не может. Если она еще и в 2 звезды мне рано придет. Какой это будет развал кабин. Вы даже себе это представить не можете, насколько это будет жестко. Так, там нежить собирается, жрецы собираются, либо же он на лустрике хочет играть. Ну, пока непонятно. Но мы, соответственно, посмотрим, что будет дальше. Еще у меня так чешется нос, такое ощущение, что я буду чихать. Ну, буду чихать или не буду чихать? Ну, судя по всему, не буду. По реликвиям. Есть хаотичный договор, есть мастерская бума. Эти 2 реликвии мне необходимы. Если у меня получится взять винстрик, я 100% буду брать хаотичный договор. Обалдеть.
Не, ну резак в 2 звезды на такой стадии игры, это очень приятно. Я возьму уровень и поставлю свою любимую девочку Марси. Ребят, это шикарный герой. Не знаю, один из самых приятных героев 3-го тира. Один из самых приятных героев. Я надеюсь, мне панда что-нибудь принесет еще, кроме боли и разочарования. Кстати, друиды мне хорошо идут. Возможно, можно будет попробовать сыграть через эльфов. Если сейчас выиграю раунд, я куплю Рубика. И, возможно, поиграю через эльфов. Но, если мне приходит Марси в 2 звезды, Тинкер в 2 звезды, Клокверк в 2 звезды, то, соответственно, я не буду ставить эльфов. Мне будет и так хорошо. Я думаю, у меня будет довольно-таки сильный стол. И я буду разваливать кабины только в путь. По крайней мере, я хочу, чтобы у меня это так получилось. А вот как бог рандома даст, так оно и будет. Так, Рубик, иди сюда. Иди сюда. Дум. Ну, блин, может поставить Дума вместо Марси пока что. Сложный выбор на самом-то деле, потому что Марси, когда будет бить, она может ваншотнуть. А Дум может накинуть свой Сайленс. Трен в 2 звезды. Не, я, наверное, Дума все-таки поставлю. Если Дум будет накидываться в Трента, это будет 10 из 10. Но если не будет накидываться в Трента, это будет 0 из 10. Пока что все хорошо. Так, паренек тоже с винстриком. У него убийца Горн 2 звезды. 2 стана подряд. Давай, 3-й стан. Необходим 3-й стан. Давай. Не подведи меня. 3-й стан пропиши. О! Но, правда, не 3 раза подряд. Я ж надеюсь, у меня мехи выживут. Но по идее должны выжить. У меня есть Тинкер, у меня есть резак. Да, спокойно выживет. Все отлично. Все отлично, все прекрасно. Вышел в деньги. Надо выходить максимально быстро в 50 монет, брать уровень и кайфовать от жизни. Так, 5 винстрики есть. Опа. Опа. Вот так вот сделаю. Короче, ребята, сегодня будет контент с Марси, судя по всему. Потому что мне и эльфы хорошо идут. Там мне в целом все хорошо идет. Хотя Марси всего лишь одна. Она, конечно, не в 2 звезды. Ну ладно. Хускара на всякий случай возьму. Или не возьму. Может продать его. Мне бы в идеале, чтобы с мобов упал какой-то бесполезный предмет, я бы его рольнул и нашел бы клевер. Ну, это, конечно, я уже слишком губу раскатал, чтобы мне клевер упал с первого раза. Марси, живи. Ваншот. Ну, бей. Там и гида в 2 звезды. Неприятно. Неприятно, ну да ладно. Резак режь. Давай. Пили. Хорош, красавчик. Лев, тигр. Кстати, Дум нанес 1500 урона. На секундочку. Меня больше всего опасает это Тренд. Там Тренд в 2 звезды. Он меня смущает. Он может мне винстрик спокойно сбить. Потому что стол, если честно, у меня сейчас не супер сильный. Да ладно. Может выйти в 30 монет, продать волшебников. Да, так и сделаю. Так и сделаю. Сейчас мобов я 100% забираю. Получаю 30 монет. Надеюсь, конечно, что на 10 раунде мне сейчас упадет реликвия хаотичного договора. Короче, ребята, в течение ролика будет режим Жигуля. Поэтому, если что, извиняюсь, что я так буксую. Не знаю, что-то реально горло рыпит. Так, минус 6 брони, в принципе, окей, но не то. Ой-ё, лучше бы я взял косу. Ей-богу, я так надеялся, что мне какая-то нормальная рандомная реликвия упадет, но нет. Видимо, не сегодня. Ну ладно, хотя бы яйцо упало. Давай хотя бы, может, клевер сейчас найду. Да. Возьму, короче, медальон. Плюс уклонение, соответственно, немного подольше поживет у меня Марси. Так, а вот 2 трента в 2 звезды. Ты чё, обалдел?
Но я тут хотя бы, кстати, его выигрываю. Как я это понял, я навел, если что, на свой инкам и посмотрел, получу я монетки за серию побед или нет. И там, соответственно, показывается, что я получаю монетки. Это означает, что я 100% выиграю этот раунд. Отлично. Ну, 2 трента в 2 звезды. Обалдеть? Еще как обалдеть. Марси, сюда. Сразу через яйцо я его поднимаю. Поднимаю ее с пуза. Ну, с такой-то Марси можно уже нормальный движ мутить. Мне бы, конечно, найти еще полную синергию кунг-фу. 2 шамана лавы в 2 звезды. Без каких-либо реликвий на секунду. Понимаю. Хорош. Парень показывает скилл. Так, ну у него там огромная область сайленса, поэтому как бы я сейчас особо не ставил, у меня в любом случае Марси будет под сайленсом. Ну окей. Аптечка, конечно, у меня будет сидеть очень долго. С таким-то столом я пока винстрик терять не хочу. Я надеюсь, хотя бы на 20-м раунде мне хаотичный договор упадет. Мне бы очень хотелось, чтобы мне хаотичный договор упал. Да и дайте мне, пожалуйста. Не, ну, ребят, честно, я хочу сохранить свой винстрик, поэтому я поставлю антимага. А, ну там тоже парень нашел антимага, поэтому все, 1-1. Все в порядке, все нормально. Я не один такой скилловый, но у меня стол будет посерьезнее. Кстати, оцениваем стиль на антимага. Мне этот стиль подогнал Марк. Я уже об этом говорил, но все же еще раз упомяну его. Обалденный стиль на антимага. Я кайфую от этой внешки. Очень приятная внешка. Прям 10 из 10. Одна из лучших внешек, я считаю. Так, Марси, только не умирай. Ой, хорошо. Марси успела свою способность закастовать перед сайленсом. Это то, что доктор прописал. Кстати, если что, то синергия кунг-фу пробивает щиты вот этого жреца-тролля. Кто вдруг не знал. Марс идет, Кунка пришел, еще и 2 шамана лавы пришли. Ну, я возьму пока что, может. Не пришел, к сожалению. Ну, ладно. Не, ну раз так Марс идет, то это хорошо. Нужен ли мне Кунка или оставить Дума? Хотя не, я и того продам. Я хочу выйти максимально быстро в уровень. И собрать, наверное, себе, знаете, какую синергию? Очень сильную синергию под кунг-фу. Это синергия духов. Потому что там будет у меня, смотрите, 6 духов. У меня будет 4 кунг-фу. И, соответственно, у меня будет немного бафа чернокнижников. И, соответственно, когда будет синергия духов срабатывать, есть вероятность, что когда Марси будет их бить... Ну, короче, если будут бить мою Марси, они будут ловить дебаф окаменения, и, соответственно, когда Марси будет накидывать в это окаменение свои тычки, то там нанесется 20% от максимального здоровья. А это, соответственно, что? А это то, что у меня хитрец пришел. Это мне нравится. И яйцо. Так вот, будет наноситься 20% чистого от максимального хп противника. А, соответственно, для синергии кунг-фу это прям... вишенка на торте, знаете? Это блюдце с голубой каемочкой. Надо, короче, найти себе волшебников. Точнее, мне нужен еще один волшебник. И я поставлю себе синергию кунг-фу. Есть еще и реликвия яиц, кстати. Я про нее как-то вообще забыл. У меня уже 10 винстрик. Если получится, конечно, на 20-м раунде получить хаотичный договор, либо реликвию яиц, это будет 10 из 10. Я, конечно, хочу хаотичный договор, потому что я сохраню свой винстрик, у меня будет куча денег. Да я вообще обмажусь во всем. Во всем, что только можно. Самое главное, чтобы я не в коричневом обмазался. Если я обмажусь в коричневом, ну что ж, бывает. Как говорится, какой бы ты скилловый не был, всегда найдется тот, кто тебя фартовее. О, усиление сюда. Это хорошо. Ну, я возьму ману плюс 50. Плащ-пальто скипну. Клевер возьму.
и закину хитреца. Может, хитрец придет быстро. У меня как раз под этого хитреца есть яйцо. Специально для него храню. Не свое, если что. А то мало ли кто-то подумает, что я свои яйца буду отдавать. Нет. Нет. Это мое. Так, воины собираются, 9 эльфов. Антимаг там заряженный, правда ничего на скорость атаки у него нету. Сочувствую ему. Хотя на самом деле антимаг даже без предметов на скорость атаки очень даже и полезный персонаж. Там, кстати, паренек уже себе сделал 5 винстрик. И меня это радует. 2 мартретки, хорошо. Не знаю, ставить ли баф эльфов или не ставить баф эльфов. Может отказаться от него, пока не поздно. Пока есть точка возврата, я отказываюсь от эльфов. И буду потихоньку собирать духов. В идеале, конечно, чтобы сейчас пришел дух огня. Чтобы поставить себе баф чернокнижников для отхила. Вообще в идеале, чтобы мне сейчас пришел еще один волшебник, и я мог поставить себе синергию кунг-фу. Там, кстати, рыжий в 2 звезды. Но я думаю, он его через яйцо поднял. Там, кстати, парень взял сумку пандамена. И будет собирать себе фигуры в 3 звезды. И будет играть через 6 богов. Что это значит? Это значит, что если у меня будут плохие предметы против его контроля и тому подобное, то мне будет больно. Будет очень больно. Ну, тут я выигрываю. Я даже Хускара этими ракетками пробью, потому что Хускар в 1 звезду был бы, он в 2 звезды было бы иначе. Жалко, конечно, что мне аптечка упала. Но я сам дурак. Надо было, конечно, косу брать. Но я понадеялся на бога рандома и думал, что мне упадет полезная реликвия. Но по итогу... Чего нет, того нет. Где волшебник? Спасибо. Спустя 1000 лет ко мне пришли волшебники. С кайфом. Не знаю, я, наверное, на 8 уровне паролю Марси. Или может идти дальше в уровень. Чтобы потом не париться насчет того, что мне не хватает стола, чтобы выставить весь свой билд. Я думаю... Ладно. Пока так сделаю. Цветка так хорошо идет. Блин, надо было брать косу. Там, кстати, шаман лавы в 3 звезды уже. У него так много денег, и он еще и нашел так быстро шамана лавы в 3 звезды. Еще и кучу хп имеет. Сильно. Сильно, потому что я помню, я тоже пытался, знаете, через сумку пандамена, через жезл Кири собрать себе вот так вот ранние 3-звездочные фигуры. Но по итогу болт на 28 мне, а не ранние 3-звездочные фигуры. Ну, все по закону подлости. Кстати, тренд в 3 звезды. Но это ему не поможет, потому что у меня уже стоит синергия кунг-фу. Жесткая синергия кунг-фу, да? Особенно с такой Марси. Это, прикиньте, у меня еще предметы не топовые. Были бы у меня топовые предметы, а в данном случае упал бы мне молот грома. Не, ну нефритового генерала я брать не буду. Нефритового генерала брать я не буду. Он мне не нужен. Так вот, какие идеальные предметы вот под такую Марси? Вот именно на текущей стадии игры. Молот грома? Обязательно. Минус броня? Шикарно. И предметы на ману. То есть, кристалл маны плюс 50, либо на 50% регена, либо который дает плюс 50 просто. Кстати, 9 убийц, 6 рыцарей. Еще и 9 воинов сверху собираются. Неприятно. Ладно. Антимага поставлю на автопокупку. Пригодится. Пусть будет, скажем так. Потому что я, знаете, я, наверное, поставлю себе синергию ведьмаков, чтобы просто не страдать от рыцарей и не страдать от воинов. Хаотичный договор. Естественно, хаотичный договор. У меня 14 винстрик.
Я убийц заблочу. Сейчас раунд начнется. Все, активирую хаотичный договор и погнали. Мне нужен предмет третьего тира с хаотичного договора. Какой-то драконий рог в идеале бы зашел. Так вот, МК я брать не буду. Не хочу я МК брать. Антимаг в 2 звезды уже, понимаю. Но он играет через рыжего лиса, и я так понимаю, в конечном итоге поставит себе 6 зверей. Но меня, знаете, что больше всего волнует? Это то, что там есть 6 богов. 6 богов меня могут жестко приколоть. 6 богов это неприятно. Это очень неприятно. Он сейчас будет накидывать вечный сайленс. Он еще и тролля жреца почти себе 3 звезды собрал. Но из плюсов он вышел из инкама. Тролль-жрец в 3 звезды, шаман лавы в 3 звезды, Сларк там в 3 звезды, с Трентом в 3 звезды. Так, это убийцы. Я ж надеюсь, я сейчас раунд не проиграю. Не, как бы без разницы, проиграю, либо выиграю раунд. Но лучше, конечно, выиграть. Так, это парень не с винстриком пришел. 6 богов забрал винстрик, это плохо. Это очень плохо. Это очень и очень плохо, то, что он забрал винстрик. Может разобрать бавгоблинов. Поставить себе духов для отхила, потому что там... Ну, неприятные столы, если честно. Да, я, наверное, сделаю себе синергию кунг-фу плюс ведьмаки и немного чернокнижников сверху докину. Я думаю, это будет идеально. Ну, 6 богов там огромный становится. Самое главное, чтобы ему по предметам не пришло. Если ему хорошо придут предметы, мне будет больно. А на ТБ потом, если что, куплю. Пока мне надо найти Марси. Так, отлично. Вот так вот сделаю. Вот так. Вот. Вот так. Так, вот здесь находится шаман лавы. Марси берем. Пивная панда пришла. Разора продам. Я бы мог поставить себе 4 духа, но не хочу. Мне нужен антимаг. А безоруж прилетел. Это неприятно. На самом деле, какая будет проблема против 6 богов? Если 6 богов соберется как надо, у него будет очень много контроля с предметов. И без БКБ мне тут тупо не жить. Ну и, соответственно, без щита 5-го тира. Что-то как-то очень больно он мне накидал. Не, надо ведьмаков будет поставить. Что-то я немножко... Хитрец. МПС-ка. Хорошо, плюс 5 монет, но МПС-ку я брать не буду. Мне нужна Марси. Так, дух огня, хорошо. Пивная панда и 2 яйца. 23 раунд у меня. Марси в 3 звезды, обалдеть, давно такого не было. Но теперь можно дальше смело идти в уровень. И дальше уже думать, что мне собирать. Это мне фартануло. Давно мне так рано Марси не приходило в 3 звезды. Очень давно. Обидно. Обидно, что винстрик мне не оставили. Так-то это был мой винстрик, если что. Ну какие? Это был мой винстрик. У меня украли тот винстрик, который 6 богов нес мне. Знаете, что произошло? А там тролль-жрец накидывал вечно свой щит. И все. Вот все, что произошло. Так, это кто? Это тролль. Не, ну такую Марси тяжело будет остановить. Объективно будет тяжело. Так, -1.
Яйцо, хорошо. Хитрец в 2 звезды, вообще замечательно. Плюс 3 монетки, идем в уровень. Блин, случайно чуть больше взял уровня, чем положено. А, ну сейчас мобы. Что-то я немного запараноился. Самое главное, чтобы сейчас этому богу не упало обезруж. Если там упадет обезруж, будет неприятно. Там еще и легионка в 3 звезды. Но если честно, я легионку не опасаюсь от слова совсем, потому что я поставлю ведьмаков в конечном итоге. Я эту легионку порву. При том, что у меня будет Марси бить с чистым уроном. Это будет 10 из 10. Клевер перекинул в Марсе. Перекидываю я, знаете, для чего? Для того, чтобы у меня синергия кунг-фу намного чаще срабатывала. Потому что клевер увеличивает шансы срабатывания синергии кунг-фу. И, кстати, у меня упал талисман счетчик. Это еще один обалденнейший предмет. Ну, я возьму обезоружь, кстати. Чтобы легионку контролить. Минус броню тоже уберу. Надо уровень идти. Кто вдруг не знает, как работает синергия кунг-фу, объясняю. Все предметы, которые у вас дамажат, это тоже касается и синергии, имеет вероятность, что сработает синергия кунг-фу. То есть это может прилететь ваншот. И вот этот вот талисман счетчика, который у меня есть, соответственно, когда будет по мне наносить урон, то 50% будет возвращаться чистого. И, соответственно, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. То есть первый уровень синергии кунг-фу уменьшает хп в 50%. Наоборот, если меньше 50% хп у фигуры, то есть вероятность, что прилетит ваншот. А второй уровень синергии кунг-фу уменьшает на 50%. На 50% уменьшает хп фигуры. То есть есть вероятность. От чего работает? Чем выше у вас урон с руки, либо со способности, либо с предмета, тем, соответственно, выше вероятность, что сработает синергия кунг-фу. И чем меньше хп у вражеской фигуры, тем, соответственно, тоже выше вероятность, что будет срабатывать синергия кунг-фу. Это важный такой момент. И вот этот вот клевер, он все перемножает. То есть имейте в виду. Так, ну, сочувствую 6 богам. Но 6200 он мне нанес. Неприятно. Блин, у меня уже 20 винстрик, прикиньте. 20! Но, честно говоря, пока 6 богам не везет на предметы. Но это пока что. У меня на всякий случай есть еще эльфы для уклонения, есть предметы на уклонение. Вообще прекрасно. На самом деле, когда вы берете талисман счетчика, то иногда лучше уклонение отключить. Но так как у меня стоит синергия эльфов, я пока что оставлю. У меня сейчас от обезоружия есть уклонение, от медальона, от синергии. У меня сейчас где-то 60% уклонения. Где-то так. Я, кстати, пока уберу блинк и закину минус 6 брони. Я думаю, так будет намного лучше. Мне кажется, просто хитрец будет намного импактнее сейчас, если он будет летать по всем и наносить урон. Так, обезоруж в кого полетел? В антимага вообще прекрасно. Такой я одобряю. Души. Души эту имбу. Давай, 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 Марси. Ой, хорошо. Боже, какая девочка. Просто она умничка. Идеальный герой. Не знаю, обожаю этого героя. Спасибо. Еще одна пивная панда. Дальше идем потихоньку в уровень. Я думаю, морские мне здесь вообще не нужны будут. Ладно, давайте поговорим по предметам. Какие мне предметы нужны на эту игру? Во-первых, мне нужен щит 5-го тира. Самый главный предмет. Так как я буду играть через ведьмаков, мне не надо будет перчатка демонов, но я бы хотел найти себе БКБ против 6 богов. Чтобы на меня не действовал Silence 5 секунд, всякий контроль не прилетал в эти 5 секунд. В общем, БКБ мне будет необходимо. Понадобится. Контроль все-таки довольно-таки сильно душит.
Ой-ой-ой-ой-ой. Как же рыцарям неприятно. Хитрец 6000 урона. Один предмет у хитреца. Сочувствую рыцарям. Сейчас еще и пивную панду соберу в 3 звезды. Вообще будет приятно. Там, кстати, есть Кираса. Да, я 100% буду здесь собирать ведьмаков. Хочу этого или нет, но ведьмаков я 100% соберу. Ладно, я заберу, кстати, блин с хитреца. Надо, чтобы Марси как можно быстрее ману накопила. Я вот так вот сделаю. Морские в этой игре мне не нужны. Хотя, если там слишком много будет урона со способности прилетать, то я поставлю себе морских. %30 кражи жизни. Это такое, конечно, но пойдет. Лучше, чем ничего. Так, опять 6 богов. Так, хорошо. Марси нужных бьет. Марси души. Души! А нормально так они меня там порвали в моменте. Одна Марси осталась. Один в поле воин. В данном случае одна. Как же она мне тащит игру? Так, ну все, я сейчас буду ставить уже себе ведьмаков. У меня будет чистый урон с руки. Это будет прекрасно. Вот так вот сделаю. Хотя не, пока что, наверное, отхил поставлю. Все равно мобы. На следующем раунде я выйду из инкама. О, там Кунков 2 звезды. Это будет неприятно. Здесь мне по-любому понадобится все-таки БКБ. Без БКБ мне будет туго. Но я, наверное, в первую очередь буду искать предмет 5-го тира. Мне нужен щит. Вообще, какие идеальные предметы мне под Марси в этой игре? Как я уже ранее сказал, щит 5-го тира. БКБ, драконий рог, рапиру можно закинуть и бессмертие. Вот эти вот предметы меня защитят на 200%. От всех случаев в жизни. Ну, можно еще какой-то Мьёльнир накинуть, чтобы синергия намного чаще прокала. Антимага буду собирать, он мне пригодится. Он мне пригодится против 6 богов. Так. Спасибо, Шарбезный, классная тема. Бусы, спасибо. Так, мастерскую буму активируем. Так, минус броня мне не нужна. Идеально. Вот это идеально. Вот это я понимаю подгон. Царский. Так, где там твой шаман лавы? Возле Абадона где-то находится, да? Вот так поставлю. Эльфийскую волшебницу уберу. Уклонения мне не надо. 5 монет получу. Вот так вот сделаю. Хотя, на самом деле, наверное, стоило все-таки Энигму оставить. Ну ладно, это уже такое. Ой, он цепочку нашел. Это неприятно. Марси души. Сейчас эта цепочка так будет ко мне прилетать. Марси, живи. Живи. Нет. Живи. Не хочу винстрика давать. У меня 23 винстрик. 32 раунда, у меня 23 винстрик. Идеально. Кстати, Гримтач, иди-ка сюда. У меня же есть синергия ведьмаков. А за каждого демона я получаю плюс 10% к чистому урону. Не знаю, я думаю, Горн мне здесь ничем не поможет. Будет лишняя трата денег. Возможно, мне бы Дум помог. Не, надо БКБ будет найти. По-любому нужно будет найти БКБ. Цепочка будет слишком сильно душить. Хотя у меня щит 5-го тира, но я все равно немного опасаюсь, если честно. Поэтому все-таки БКБ я хочу найти. Вот прикиньте, была бы немного другая ситуация. Мне бы на 10-м раунде упало... Ну, упал бы хаотичный договор. Реликвия. Было бы идеально. Он, кстати, рыцарь.
Прости, прощай. Я не хотел тебя так уничтожать. Рыцарь, ты бился достойно, но тебе попался я. Нефритовый генерал еще раз пришел ко мне. Но мне нет смысла от нефритового генерала вообще. Че, кстати, хитрец один пришел, я его не заметил. Не знаю, помогут ли мне 4 морских. Так, инвестиция в лучшее будущее активирована была. Мне бы, знаете, с 35-го раунда упал бы сейчас драконий рог. Было бы вообще 10 из 10. Да, там, конечно, хорошие предметы у 6 богов. Я останусь с 6 богами 1 на 1. Так, это у нас кто? Это у нас непонятно кто. Ну, тут 6 троллей через антимага. Но это тебе не поможет, дорогой. Прости. Так, 6 богов, как ты там? Сейчас прикол в том, кому больше повезет на предметы. Если ему больше повезет на предметы, чем мне, то он меня вынесет. Но на самом деле, синергия кунг-фу это такая тема, что есть вероятность, что ему даже с предметами ничего не светит. Дух пятерка. Блин, ну духа пятерку хотелось бы, конечно, оставить. Драконий рог! Ой-ой-ой! Это неприятно. Это не есть хорошо. Сейчас антимага под шамана лавы поставлю, может успеет? Не успевает. Там еще эльфийская волшебница. Накинула свои цепи куда не надо. Марси, живи. Вот то, о чем я говорил. Не, ну я в любом случае здесь выиграл, интересно. Хорош. Как же я живу? Я не отдам свой винстрик, я буду бороться до конца. Но у него там сильные предметы. На самом деле, если ему сейчас придет какой-то условный обезруш, либо башер 4-го тира, он меня аннигилирует. Не знаю, от синергии духов нет смысла, а вот жрецов на всякий случай можно подготовить, кстати. Я совершенно за них забыл. Давай, дракончик, не подведи меня сейчас. Мне нужно, чтобы упала БКБ и драконий рог. Не подведи меня. Не подведи. Дракончик, я в тебя верю. Не разочаруй меня. Ладно, все, ты прощен. Ты прощен за кристалл призрака. Прощен. Так. Обезруш мне не нужен. Клевер я убрал. Рапиру возьму. Ему торба. Это не остановить. Но на самом деле у него есть еще вероятность меня остановить. Все-таки 6 богов это такая штука, которая душить будет, дай боже. На всякий случай я все-таки возьму. Буду троллей собирать. На всякий случай. Береженого бог бережет. У меня там, смотрите, какие предметы. Цепочка, багровый клинок, который сайленс накидывает. И двойной урон летит. Но сейчас у меня есть БКБ, меня это вообще не волнует. Хотя 5 секунд, если за 5 секунд не смогу его раздолбить. Хотя не, плевать вообще. Прикиньте. Я был бы намного увереннее, если бы мне упало бессмертие. Вот мне сейчас для полного комплекта не хватает тупо бессмертия. Дух пятерка, отлично.
Но я жрецов подготовлю на всякий случай. У него там хорошие предметы. Но если бы ему упал Башер, мне было бы намного труднее играть против него, потому что Башер БКБ не контрит. А на щит 5-го тира надежды может и не быть. Ладно, ну согласитесь, у меня слишком сильные предметы сейчас. А, и он Марса поставил под моего антимага. Но как-то это ему не помогло. Не, ну это жестко. Такую Марси тупо не остановить. Рапира, БКБ, щит 5-го тира. На ману все есть. Еще есть медальон, который 50% урона возвращает. Идеально. Ладно, раз антимаг так идет, то я буду еще антимага сверху собирать. Чисто на сдачу. На самом деле мне жрица не нужна. Божественная. Я даже особо расстановку менять не хочу. Опять эльфийская цепочка накинулась на моего антимага. Ну как-то вообще плевать на самом деле. Пусть накидываются. Боже, неужели это будет игра без единственного поражения? Точнее, без единого поражения. Чтобы вы понимали, я давно такого не делал. Очень давно. Кстати, последняя легендарная фигура сюда. Я очень давно такого не делал. Не, ну антимаг, конечно, хорошо прет мне. Пусть будет. Идет, так идет. Нет, это реально, походу, будет игра без единого поражения. Это жестко. Сейчас, конечно, будет еще 40-й раунд. Если он 40-го раунда что-то хорошее вытянет, будет больно. Ну, у меня 100 хп. 29 винстрик. Ай-яй-яй. Ну ладно. Антимаг к Абадону присосется пока что. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Какой контроль? Нет. Нет. Фу. Слышь, игра. А ты не... А ты не опупела? То есть, если я сейчас проиграю один раунд, он меня снесет, да? 50 хп мне просто сняли только что. Ни с чего-то, ну, ни с чего. Это если что нормально, но просто 50 хп? Это сейчас после этого раунда мне снова половину снимут? То есть у меня будет 25 хп. Если ему... Кунка в 3 звезды. Хорош. На 9 уровне нашел. Так, реликвия яиц, хорошо. Сейчас я ее активирую и попробую кого-нибудь собрать. Так, жрец идет, хорошо. Ну, ребят, ну куда без имбы? Ну, извините. Антимага взял на сдачу. Антимага взял на сдачу. Бессмертие. Ну, я еще одну рапиру не рискну брать. Я возьму Радик. Ну, как возьму? Из рандомного сундука упал мне Радик. А у него там предметов на контроль тонна. Это неприятно. Марси, не подведи. Марси, не подведи.
жить. Радик выжигает. Хорош. Все, ему торба. Прикиньте. Игра без единого поражения. 31 винстрик. Я полгода такого не видел, если честно. Полгода. Марси умничка. Просто... Моя любимая девочка Марси. Сделала мне красивую игру. Ну, у него хорошие предметы. На самом деле, мне тоже очень хорошо фартануло на предметы. Особенно на рапиру, особенно на БКБ и щит 5 тира. Это вообще 10 из 10. Кайф. Реально кайф. 41-0. Давно у меня таких игр не было. 573 монеты у меня, ребят. 573. Нормально? О, как еще нормально. Фух. Но отдам ему должное. Мы сражались с ним 1 на 1, как и львы. Но если честно, если бы мне не пришел щит 5 тира, не пришло бы КБ и рапира, у него были бы все шансы на победу. Почему я так говорю? Потому что, смотрите, даже если я поставил бы гритеров, у него был тролль-жрец, который на секундочку накидывал вечные щиты. Поэтому я бы на своей Марсе ничего бы ему не сделал. Но и тоже такой момент, если бы упал бы башер 4 тира под 6 богами, он бы меня просто держал в вечном баше и вынес. Ну вот, честно, вот такая вот игра. Это первая игра за полгода без единого поражения. Я вот играю каждый раз на контент, а не на победу и все такое. И вот. Первая игра за полгода без единого поражения. Все остальные игры были ради контента, и они были там с лустриком, с винстриком и тому подобное. Короче, просто первая игра без единого поражения за полгода. Вот она. Вот. Обалденная игра. Честно, я не ожидал, что у меня такая игра получится. Я кайфанул. Ну, бог рандомом не улыбнулся. 6 богов тоже красавчик. У него тоже хорошие предметы. Драконий рог, обезоруж, цепочка, багровый клинок, который сайленс накидывает. Все как надо. Шикарно. Но у меня было посильнее, и бог рандома был на моей стороне, и синергия кунг-фу срабатывала очень хорошо. Кайф. И, кстати, ни грамма не жалею, что я поставил себе ведьмаков. Чистый урон с руки, и не надо было даже перчатку 4 тира искать. Кайф. В общем, что думаете по поводу этой игры? Вы напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк, поддержку данного ролика, чтобы он продвинулся в тренды рекомендации. Если ты на меня еще не подписан, обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!